Привет, подписчики и гости! Вы на канале Электрообзор. И на моем канале было очень много обзоров всякой разной умной мелочевки. Умные обогреватели, умные пылесосы, умные компрессоры. И сегодня, наконец, я дорос до умного дома. Сегодня на канале обзор умного дома от суббренда Xiaomi Aqara. Надо сказать, что линейка умных устройств Aqara очень обширная, начиная от выключателей, разных умных видеокамер, датчиков и заканчивая умными шторами. Сегодня я буду инсталлировать систему умного освещения. Итак, погнали! Итак, начнем. Самое главное в этой всей конструкции — это хаб. Это центральное устройство, которое управляет всем умным домом. Давайте его откроем, посмотрим, что там внутри. Открываю первый раз вместе с вами. Хаб выглядит вот так вот, как большая черная таблетка. Так, это Aqara Hub M2. Это новый центр умного дома, который позволяет управлять бытовой техникой через встроенный инфракрасный пульт с радиусом действия 360 градусов, а также подключить к себе до 128 устройств по протоколу ZigBee 3.0. Хаб работает с Apple HomeKit и позволяет подключить устройство Aqara к голосовым ассистентам Алиса от Яндекса и Маруся от Mail.ru Group. Aqara Hub позволяет подключить себе больше устройств и делает создание умного дома еще более гибким за счет использования разнообразных сетевых протоколов или до 360 градусов. Новый протокол ZigBee 3.0 позволяет подключить к одному хабу до 128 умных устройств, а также делает соединение более быстрым, стабильным и энергоэффективным. Вот такой крутой хаб. Дальше выключатели. Выключатели я приобрел одноклавишный и двухклавишный. Посмотрим на них также поближе. Вот такой вот двухклавишный и выключатель в белом цвете. Очень такие упругие кнопки, пластик довольно качественный. Также я приобрел одноклавишный выключатель. Откроем его. Вот такой вот одноклавишный выключатель. Везде коробочки промаркированы, что они работают с Алисой, но еще кроме этого они работают с Марусей. Это та же Алиса, но только от Mail.ru. Вот такой вот красивый одноклавишный выключатель. Пластик, ну, прямо очень классно. Выглядит очень хорошо. Что вы думаете об этих выключателях? Вообще об умном доме? Может, у кого-то уже есть, кто-то использует, может, кто-то мечтает о том, чтобы поставить девайсы умного дома себе в квартиру. Расскажите об этом в комментариях. Так, и еще один вид устройства — это реле. Реле, оно ставится в разрыв питающего провода и управляется с помощью хаба. Я приобрел его для того, чтобы установить лампочку в ванной, но при этом не тащить дополнительный провод к этой лампочке от выключателя. Вот. Есть исполнение этой реле с нейтралью и без нейтрали. Вот. У меня на выключателях нет нейтрального провода, поэтому я взял себе вот такое вот реле без нейтрали. Вот. По поводу подключения чуть-чуть попозже покажу, как я это все подключаю, как я подключаю все устройства к хабу, как я буду настраивать, все это вы увидите в данном видеоролике. Так, и еще здесь у меня есть 3 одноклавишных выключателя и 1 двухклавишный, они абсолютно идентичные. Вот. Все готово, в принципе, можно инсталлировать, но сначала немного поговорим о самой схеме построения умного дома и вообще той схеме, которую я собираюсь реализовать у себя. Итак, установку умного дома начнем с выбора места для хаба. Монтируем хаб в выбранное место, подключаем его к интернету. Подключение к интернету можно сделать с помощью приложения Aqara Home. Это делается все очень просто.
Дальше выбираем устройство для управления, в данном случае это Маруся. Подключаем Марусю к интернету и привязываем Марусю как к хабу Aqara Home. Дальше монтируем выключатели умные и подсоединяем их к хабу с помощью протокола ZigBee. Все, теперь хаб управляет всеми устройствами, включает, выключает свет. Теперь приступим к монтажу умного дома. Начнем с выключателей. Для того, чтобы установить выключатели умного дома, придется немножко модернизировать существующую систему подрозетников. Подрозетники необходимо переделать под коробки специальные для выключателей умного дома. Эти коробки квадратные, то есть круглое нужно переделать в квадратное. Все остальное остается как прежде. Вот он, выход электрический под выключатель. То есть разорванная фаза и 0. Вот. Но 0 для выключателя не потребуется. То есть фаза только входит и выходит. Это выключатель без нейтрали. Просто подключаем выключатель к существующей электрической сети. Вот и все. Для безопасности выключим свет. Подключаем один контакт. Подключаем второй контакт. Проверим результат. Чик, 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 чик. Все отлично работает. Смонтируем теперь выключатель на стену. Для этого необходимо взять маленькую плоскую отвертку. В выключателе есть два маленьких паза. Кстати, внизу есть такие голубые индикаторы, когда подано питание. Берем и маленькой отверточкой скрываем выключатель с помощью вот этих вот маленьких прорезей. Раз. Необходимо просто отвертку ставить в выключатель. 2. Теперь открываем. Выключатели я монтирую немножко по-другому. То есть включаться они будут нажатием на нижнюю часть выключателя. То есть чтобы вот эти вот пазы смотрели вниз. То есть вставляем. Очень легко вставляются они в подрозетник. Такие классные винты, которые не требуют никаких особых усилий для того, чтобы их прикрепить. Все, и закручиваю их до упора. Так, теперь одеваем саму верхнюю панель с клавишами. Сначала крепим верх выключателя. И потом просто защелкиваем нижнюю часть. Все, выключатель встал на место. Все, выключатель функционирует. Так, теперь установим хаб, установим Алису и все это вместе скомпонуем, подключим умный дом. Устанавливаем хаб, включаем его просто в розетку, подключаем Алису, устанавливаем, подключаем ее, адаптер вставляем в розетку, в заднюю часть Алисы вставляем штекер. Все, Алиса готова, хаб готов. Теперь необходимо их подключить к Wi-Fi роутеру, скачать соответствующую программу из Google Play или App Store, вот, и все это дело сконнектить. Давайте попробуем. Скачиваем приложение Aqara Home. Значит, здесь выбираем хаб M2. Ставим галочку, что согласен. Предварительно нужно нажать на клавишу на хабе и удерживать ее 10 секунд до момента, когда индикатор не замигает желтым. Так, выбираю я беспроводной режим. Если у вас есть Ethernet кабель, можно выбрать режим Ethernet. Так, все, найден. Хаб. Обратите внимание, что он не поддерживает 5 ГГц Wi-Fi, обязательно нужно 2,4 ГГц. Начинает подключаться, успешно подключен. Законнектился, о чем хаб сообщил. Все, аккаунт подключен успешно, мы можем начинать использовать приложение. Итак, хаб я установил, приложение нашло сразу все выключатели, потому что они были уже до этого привязаны. Вот. Теперь включать и выключать свет очень просто. Берешь, нажимаешь на ползунок, свет выключается. Опять нажимаешь, свет включается.
Вот. Но это произошло только потому, что они уже были привязаны к хабу, поэтому для примера я один из выключателей просто удалю и заново подключу. Для этого я перехожу во вкладку «Устройства», удаляю устройство. Хаб увидел, что устройство одно удалено и сообщил мне об этом. Так, теперь попробуем подключить этот выключатель назад. Так, для этого теперь заходим в «Добавить устройство», нажимаем на плюсик. Так, добавляю выключатель, выбираю выключатели, выбираю выключатель настенные 2 клавиши. Так, для того, чтобы выключатель был обнаружен, удерживайте более 8 секунд клавишу, пока не замигает синий индикатор. Все, выключатель обнаружен. Ставлю соответствующие галочки и нажимаю «Готово». Все, 2 кнопки добавились. Теперь попробуем включить-выключить. Вот, заработало. Мне кажется, очень просто. А вы как думаете? Очень легко и просто. Так, и теперь финальный шаг. Подключим к системе умного дома Алису, и тогда можно будет управлять всеми выключателями голосом. Для того, чтобы добавить Алису, нужно зайти в Play Market, скачать приложение Яндекс Алиса. Заходим в устройство, добавляем умные колонки. Выбираем станцию. У меня это Max. Я согласен с условиями. Подключаем. Беспроводное соединение выбираем. Разрешаем геолокацию Bluetooth. Привет, это Алиса. Рада знакомству. Я живу внутри Яндекс-станции Max. И сейчас расскажу, как ее настроить. Сначала установите на телефон приложение Яндекс. Или обновите его до последней версии. Затем скажите мне приложение. Алиса, настрой колонку. Как только вы закончите настройку, мы сможем говорить. Но не раньше, так что немного времени. Дальше всю информацию по подключению умных устройств можно найти в разделе устройства в приложении Яндекс. Так, устройство подключается. Ваша станция настроена. Все. Я могу поставить музыку, включить кино, разбудить вас утром, Понятно. установить таймер. А еще мы можем просто поболтать. Если не знаете, с чего начать, просто спросите меня, что я умею. Да, чуть не забыла. Для того, чтобы смотреть фильмы, подключите станцию к телевизору. И, кстати, давайте подключим пульт, чтобы управление мною стало совершенным. Так, Просто нажимаем на скажите: плюсик. Алиса, подключи пульт. Так, добавляем умное устройство. Ищем хаб Акара. Выбираем его. Привязать к Яндексу. Так, вводим данные своего аккаунта в Акара. Все. Подтверждение доступа. Включить. Хорошо. Продолжить. Так, все готово. Можно включать-выключать. Попробуем. Так, теперь переименуем необходимый выключатель под наши условия. Например, пускай это будет настенный выключатель, вот этот. Итак, прописали свет в гостиной. Теперь дадим команду. Алиса, включи свет в гостиной. Пожалуйста, включила. Алиса, выключи свет в гостиной. Все отлично работает. Пишите ваши комментарии. Как вам устройство? Ну что, умный дом смонтирован. Как, на ваш взгляд, это вообще сложно такой умный дом приобрести, поставить и смонтировать? Удобства от него неоспоримые. Классно включается и выключается все с помощью Алисы. Можно вручную все включать, все в зависимости от вашего желания. Скажите свое мнение, понравился ли вам умный дом Акара. Я, в свою очередь, могу сказать свое мнение, что обязательно буду докупать новые устройства и расширять свой умный дом Акара. Вот. Делитесь своими впечатлениями, своими мнениями в комментариях к этому видео. Может, у вас другой дом умный, не Акара. Вот. Обязательно пишите. Ну а я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотры. Обязательно оставляйте свои отзывы в комментариях. Всем пока. До новых встреч.